Всем привет! Вы на канале Кочевники. Меня зовут Ульяна. Меня зовут Артем. А меня зовут Амелия. И сегодня мы приехали в Корею! Многие до сих пор не отличают Южную Корею от Северной. Так вот смотрите, в северной части Ким Чен Ын, ядерная бомба и, как многие думают, голод и разруха. А в Южной никто даже не знает, кто президент. Повсюду стоят американские военные базы, куча разнообразной еды, горящих огней. И спустя 70 лет после окончания Корейской войны объединяет их только, конечно же, кимчи. В Северную Корею мы с вами однажды обязательно отправимся. А пока давайте посмотрим на развитую современную Южную Корею. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки и погнали с нами смотреть удивительную и красивую страну Южную Корею. В общем, приземлились мы в Корее. Что удивительно, во всех чатах, если взять чаты в Телеграм по странам, как правило, во всех странах спрашивают больше про туризм, как куда добраться, что посмотреть. В корейском же чате в первую очередь все спрашивают о том, как остаться нелегалом, как тут работать и так далее. В общем, оказалось, что сюда едет тут очень много, в том числе русских, но больше казахов, узбеков, таджиков, работать с трудовыми мигрантами, нелегалами. Сейчас мы, конечно, поржали, стоит в очереди, значит, судя по всему, казахи. Из всей семьи пропустили только девушку 20 лет. Там одна казашка начала орать просто на весь аэропорт на русском языке. Там ребенок, там маленький ребенок, у меня моего маленького ребенка пропустили, меня нет, я не оставлю своего маленького ребенка, ей всего 20 лет. И в этот момент просто все русскоязычные в очереди выпали. Но, в общем, суть в том, что они приехали, видимо, всей семьей, всем табором. Девушку 20-летнюю пропустили, первую, она проходила первую, ее пропустили, а всю остальную семью нет. И, в общем, увели их на допрос, скорее всего, депортируют, особенно после того, как она себя вела и орала на весь аэропорт. Имейте в виду, что пройти паспортный контроль в Корее достаточно сложно, особенно если ваша первая страна Корея. У нас, конечно, никаких проблем не было, мы летели из Японии, поэтому она только спросила, с целью ли мы путешествия, мы сказали, да. У нас куча виз в паспортах, куча штампов, поэтому она тут же поставила нам штамп о разрешении на въезд и отпустила с Богом. Как попасть из аэропорта Ичион в Сеул? 12 тысяч вон ребенок и 18 тысяч вон взрослые. Единственное, что автобус ходит нечасто. Вот сейчас 2:30, а у нас только в 3:30 автобус. Но зато он прямой почти до нашего дома. Довольно-таки далеко ехать от аэропорта даже. Ну и довольно-таки дорого. В итоге мы поехали на Uber. Вот вам лайфхак, если вы втроем не покупаете билеты на автобус. Мы в итоге сдали билеты на автобус и поехали на озеро. Если вы втроем, берите такси. Стоит ровно столько же, сколько и автобус. Геморроя меньше, ждать час не надо, сразу приезжает. Обзор нашей квартиры в Сеуле. Стоит она $500 за неделю. Что мы получаем за $500 в неделю? Диван, кучу книг, камера. Видимо, нас снимают, чтобы мы тут не занимались всякими непотребствами. Нифига себе, какая огромная квартира. А я еще возмущалась, что стоит слишком дорого. Комната одна, комната вторая. Вау, классная какая. С туалетом. Офигенная, конечно, квартира. Душ, конечно, прикольный. Просто на пол. Ну, чтобы вы понимали, в Корее все безумно дорого. Безумно дорого. Чтобы вы понимали, насколько в Корее не парятся по поводу того, что что-то украдут. Вот лежит на столе телефон с карточками и, скорее всего, с деньгами. И никого нет. Вообще никого. Ну вот один мужчина сидит, и мы во всем кафе. А тетенька, которая этот телефон, она ушла готовить, вон она там готовит и вообще не переживает по поводу того, что ее телефон кто-то утащит. Ничего себе, мы заказали еду. Нам, смотрите, все несут в комплект к этой еде. Тут, конечно, очень дорого. Вот, смотрите, примерно стоимость блюд. Ну, в Корее дорого, да, мы были к этому готовы, мы знали, куда мы едем. Нам принесли для Амелии жаркое. Надеюсь, оно не острое, потому что если острое, я не знаю, чем мы ее будем кормить. Ребят, вся еда, которую нам принесли, безумно острая. Я не знаю, как ее сейчас будем есть. Уж мы насколько любим остроту. Но здесь острота такая, что невозможно даже почувствовать вкус. Просто безумно остро. Для этого и принесли рис, чтобы мы могли заедать эту остроту. Оказалось, это есть просто невозможно. Я вот сижу тут, клюю не острые креветки, даже не креветки, это похоже на что? На мормышек на наших. Ребенок у нас остался голодный, поел риса. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Просто кафе в Корее. Просто плавают осьминоги. Я не удивлюсь, если они едят живыми. Здесь гребешки, морские писки. Здесь, судя по всему, осьминоги. Здесь ракушки. Парк аттракционов для креветок. Последний путь называется. В общем,
смотрите, здесь вся улица, еда абсолютно одинаковая. Вот вообще вся еда одна и та же. Вот говорит, что мы в той кафе были, что в этой. Вся еда абсолютно одинаковая. Мы заказывали с Артемом вот такое жаркое за 20 тысяч вон. А здесь оно 35. И Амелия ела вот такое за 8, а здесь 10 тысяч. Так что цены отличаются. Вглубь, если пройти, то будет чуть-чуть подешевле. А выходишь на улицу и сразу такая католическая церковь. Ну и что, как тебе первое впечатление? Очень остро. Первое впечатление от Кореи очень острое. Пойдем в магазины искать, где продукты купить. Смотрите, молоко, вот цены в Корее, чтобы вы понимали. Ну, где-то в районе 200 рублей. Куча всяких колбасок. Яйца. Тут 3 штучки. Не знаю, вареные они или нет. Яйца были вареные. Смотрите, здесь яйца 6,950. Очень много лапши разной. Есть за 70 рублей, самая дешевая. И есть подороже. Сахар тоже 140 за килограмм, 160-170 рублей. Мы пришли сюда завтрак какой-нибудь купить, но ничего до сих пор не нашли. Всем бы позавтракать, сейчас будем что-нибудь искать. Оливьянка – это магазин косметики, типа нашего Ревгоша. И здесь можно купить всякую разную корейскую косметику. Пойдемте посмотрим цену. Смотрите, здесь есть как европейские бренды, так и там чуть подальше будут местные. Если смотреть на маски, то цена, в общем-то, такая же, как и в России. Мы с Амелией зашли в автобус, поехали в центр города. Расскажу про автобус. То есть при входе прикладываете карточку. Карточка стоит 3000 вон, продается в любом 7-Eleven, и проезд стоит 1500. Так что достаточно дорогой здесь в Корее проезд. Вот так вот выглядит корейская карточка на проезд. И вы ее туда вон к терминальчику прикладываете. Мы с Амелией пришли к дворцу Гёнбокун и увидели, когда вышли из автобуса, большое количество арт-объектов. Одна из них была вот такая вот металлическая конструкция, очень высокая. Внутри этой конструкции расположено вот это вот нечто. Внутри этого нечто находятся просто чаши с землей. Здесь нужно снять обувь. Тут еще сказано, что вы должны потрогать землю и почувствовать ее энергию. А вот некоторые ногами встают на эту землю, а руками трогают. И вот это вот из разных частей Кореи привезена эта земля. Вот здесь на разных цветов, это хорошо видно. Можно поиграть. Вот вокруг такие странные различные арт-объекты. Здесь вот вообще какой-то пруд сделали из камней, супер маленький. Государство Кореи проводило конкурс. Нужно было оставить свои паспортные данные, обратные билеты, билет туда, билет обратно. И можно было что-нибудь выиграть. Были разные прикольные подарки. Посещение, в общем, разных достопримечательностей здесь, в Корее. И мы с Амелией выиграли переодевание в национальную корейскую одежду ханбок. Вот такое вот я выбрала платьишко. Все, иди переодевайся. Смотрите, как все это выглядит. Здесь куча разных платьев. Потом у нас включена в стоимость дополнительно заколки. Даже хейрстайл какой-то включен. Мы с Амелией захотели быть в family луке, поэтому мне предложили вот это платье, так как мне без разницы, какое будет платье. Возьмем то, что дают. Все стоят, ждут в очереди, чтобы переодеваться. Всем дают кринолины, парни тоже в одежде. Амелия очень ждала этого момента. Она видела, как они ходят в этом ханбоке. Мечтала, что она станет как принцесса, будет ходить. Такая система интересная. Платье вот это вот все завязывается. Специально обученная тетя одевает. Нужно, чтобы была тетя, которая оденет тебя. Это как-то, мне кажется, это белое сюда вообще не в тему. Но, если что, можно будет поменять, в принципе. Ой, как красиво. Какая красивая девочка. Какая молодец. Вот мужчины в таких котелках. В общем,
мы выяснили, что стоит этот опыт хэнбок 56 тысяч за двоих, за 3 часа. Ну ничего, так приятненько. Классный опыт. Мы столько эмоций с Амелией получили, пока одевались. С огромным удовольствием выбирали эти платья. Потом нам делали прически. Вообще, мне кажется, что это прям стоит того. И правда, очень классно. Если вы будете в Корее, обязательно попробуйте. Мне кажется, это вообще прям классный опыт. Тебе нравится? Да. Красиво? В ханбоке вход бесплатный, то есть вход во дворец входит в стоимость в тот момент, когда ты одет. Здесь вообще классная тема, потому что возникает ощущение, что ты в каком-то богатом, дорогом дворце. Все одеты красиво, все без исключения. У всех красивые платья. А смотри, Амелия, у вас одинаковые платья. И у меня такое же. Классный подарок. Мы очень рады тому, что мы выиграли. Мне кажется, что это вообще прям здорово-здорово и однозначно стоит того. Что надо сказать? Ага, молодец. Короче, вот эти ребята из Кореи подбежали к Амелии и захотели пофотографироваться. Она очень понравилась вот этому мальчику, и он прям вообще за ней ходит по пятам, да, Амелия? Да. Бай. Бай. Представляешь, как ты ему понравилось? А вот эти вот мужчины в таких шляпах напоминают не евреев, а не корейцев. Очень красиво. Дворец Гемномгун, господи, как это выговорить? Очень большой, очень красивый. Здесь прям реально можно классно погулять. Не знаю, наверное, часа 2, может быть, даже 3, если есть желание. Территория парка не то груша, не то айва. Ну, кажется, айва. У меня такая на даче. Я же бабка-дачница. Кто не знает, подписывайтесь на меня в Инстаграм. Я там летом показываю свои дачные истории. У нас на даче есть такая же айва, только махонькая-махонькая. Она размером со ну, может, с 2 сливы. А здесь огромная, как груша айва. Если будете брать ханбок и фотографироваться, не фотографируйте в самом начале. Там просто дичайшая толпа. Всегда можно, вот мы сейчас сколько, 5 часов вечера, мы спокойно можем найти кучу местечек, где никого не будет, мы будем абсолютно одни, и фотки будут очень даже прикольные. Я вам рекомендую не толпиться вместе со всеми, просто пройти чуть-чуть подальше, сфотографироваться там, где никого нет. Вот видите, мы здесь абсолютно одни, и можно было бы фотографироваться сколько угодно. Как будто ты на приеме во дворце, да, Амелия? А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм. И погнали дальше смотреть удивительную и красивую страну Корею! Прикольно, конечно, сочетается старина, старинный дворец и современные здания. Мы пришли в музей, посвященный войне между Южной и Северной Кореей. Здесь, конечно, очень интересно. Амелия сразу вспомнила, как она в Челябинске в Саду Победы лазила по танкам. Такое количество военной техники в одном месте я не видела, честно говоря, ни разу нигде. И классно тут что сделано. Вот эта часть полностью отведена танкам и всякой такой техники. Я не сильно разбираюсь. Правая отведена самолетам. И тут очень много разных самолетов, очень больших, очень таких военных классных. А сзади меня часть отведена на вертолеты. Вообще музей очень интересный, особенно если вы с мальчиком, мне кажется, вообще. И мальчишки будут здесь вдвойне интересно. Амелия с огромным удовольствием лазит, для нее прям вообще очень это все интересно. Вообще любопытно, да? Где-то сейчас такая же военная техника, к сожалению, лишает людей жизни, а где-то вот так вот беззаботно мы ходим, смотрим на все это и даже не думаем о том, какие ужасы переживают люди в этот момент. Ну и, конечно же, вся техника американская, US Army. Все это, конечно же, было дано Корее для того, чтобы бороться с Северной Кореей. Все это было традиционно предоставлено добренькими американцами, которые всю эту историю спонсировали, как и продолжают делать во всем мире.
А, кстати, еще что интересно, очень чисто. Смотрите, здесь лазят дети, а абсолютно чисто. Они, наверное, моют как-то или как-то вытирают. Прям очень-очень чисто. Вообще смотришь на это все, на всю вот эту современную технику и не можешь себе поверить, что люди реально этим пользуются и пользовались не так давно. Мы-то с вами привыкли видеть только советскую технику, старую, разбитую, а новое российское вооружение мы с вами нигде не можем пока что посмотреть. А здесь прям вообще я впервые вижу такую прикольную внешне, я уж не знаю, как она все это работает, но такую прикольную внешнюю технику я вижу впервые. Современную обычно нам не удается посмотреть на какие-то современные экземпляры. Мы зашли вовнутрь лодки, и тут, конечно, прикольно. Мальчишки вообще здесь в изумлении от всего этого. Да, на крейсер «Аврора» мы с тобой ни разу не ходили, а надо бы когда-нибудь сходить. У нас тоже есть большой корабль. Классно, конечно, что можно все вот так вот потрогать, покрутить, полазить, понажимать. Аккуратно, пожалуйста, малыш, очень аккуратно. Здесь везде небезопасно. Вообще, честно говоря, очень масштабно, прям как у нас. Музей просто гигантский, огромный. Что в Северной Корее наверняка все такое же огромное, гигантское, чтобы показать, какие мы большие и сильные. Ну и, конечно же, мемориал погибшим в этой войне. А еще мы вчера разговаривали с таксистом. Так у меня, кстати, было в Минске. Девушка-таксистка, пока везла меня по городу, все рассказала. Также и здесь, в Южной Корее, нам достался таксист, который прекрасно знает город. Конечно же, зашла речь про Северную Корею. Он, конечно, сказал, что никто не хочет войны, мы очень сильно переживаем, очень не хотим, чтобы все это усугублялось. Понимаем, что все это политика, что на самом деле мы должны жить в мире. То есть настроение, конечно же, здесь у людей такое немножко напряженное, потому что у них такой серьезный, опасный сосед. Ну вот, мнение у человека вот такое. Смотрите, здесь написано: если вы хотите мира, помните о войне. Это то, что мы с вами, к сожалению, все забываем. А так оно и есть на самом деле. Может быть, бы и не было всего того, что сейчас в мире происходит, если бы мы получше помнили. О, мы только что встретили русских девчонок, вон они идут. И они сказали нам, что вход в музей абсолютно бесплатный. А мы, бюджетные путешественники в супердорогой Корее, конечно же, этим воспользуемся, да, Меля? И посмотрим, вам расскажем, стоит туда идти или нет. Сказали, что музей очень большой, и, возможно, мы потратим на него часа 2. Но если сильно нигде не останавливаться, то можно успеть за полчаса-часик. Пойдемте посмотрим, что там. Короче, сегодня нам не удалось войти в музей, потому что они закрылись в 4, а время без 15. 4 они сказали: идите отсюда, мы вас не пустим. А сегодня вот, пожалуйста, можно зайти, посмотреть. Пока что я вижу все то же самое, что и на улице. Ничуть то же самое, что на улице. Какие-то другие, может быть, танки, но так как я девочка, не сильно много в этом понимаю, то вот. В общем, я тут была в Минске, когда карточку открывала для поездки сюда, и ходила в музей войны в Минске. И вот знаете, я вам что скажу? Когда ходишь по музею войны в Минске, вот я даже сейчас вспоминаю, у меня аж мурашки сейчас по коже идут. Музей в Минске аж за душу берет. Ты по нему ходишь, и аж мурашки по коже. И поэтому, если будете в Минске, обязательно сходите в музей войны в Минске. А здесь вот мы пришли в музей войны. И вся концепция музея: мы едины, мы непобедимы, вот весь мир нам помогал бороться, значит, с Северной Кореей. Вот у нас, значит, есть United States отдельный стенд, United Kingdom, Австралия, Канада, Нью-Зеланд и так далее. Они показывают просто весь музей о том, про всякое оружие, вот канадское, вот новозеландское и все остальное. Хочется вам в такой формат смотреть? Ну, можете прийти посмотреть. По большому счету тут ничего такого уж прям выдающегося. Ну вот есть различные экспонаты, различные виды формы, виды вооружений. Ну, это интересно, наверное, посмотреть, сколько стран, коллективный Запад, как он присоединился для того, чтобы помочь бедной несчастной Корее, на которую напала Северная Корея. Я не оправдываю Северную Корею. Давайте с этого начнем, что нет, ни в коем случае, я не говорю, что было бы лучше, если бы Северная Корея победила. Нет, безусловно, нет. Очень много показывают американских солдат, очень много. Вот, значит, везде американцы. Вот американские солдаты раздают еду. Американский солдат руководит, корейчик строит. Здесь у нас, значит, американский солдат руководит, корейчик дорогу кладет. Здесь вот американцы такие чистые, аккуратные, красивые, а здесь вот корейчики такие вот бедные, несчастные, банки вот ломают. А здесь вот еще один зал американской свободы и демократии. Они рассказывают о войне во Вьетнаме. Вот здесь показано вообще, благодаря чему вьетнамцы выиграли и отказались от американской свободы и демократии в свое время. Потому что они рыли вот такие вот туннели
У них была целая система вот таких вот туннелей. Вьетнамцы маленькие, и по сравнению с большие американцы, конечно, вот в таких туннелях быть такими мобильными уже не могли. У наших друзей на канале Чемоданутые, Дима с Сабиной, у них есть серия про вьетнамский музей со стороны Вьетнама, а не со стороны США. И там они классно рассказали о том, как на все это смотрят вьетнамцы. А еще они из каждого столба рассказывают о том, как Советский Союз совместно с Северной Кореей напал на Корею. Если почитать историю, окажется, что Сталин-то на самом деле нападать на Южную Корею вообще не хотел, и он до последнего не соглашался, потому что боялся, что это, во-первых, у него не было ядерного оружия в тот момент, мы его еще не создали, во-вторых, он боялся, что вернется полномасштабная Вторая мировая война, и что американцы нанесут такой же удар, как по Хиросиме и Нагасаки. Поэтому он-то как раз был тем человеком, который очень долго эту войну оттягивал. Он был тем самым человеком, который очень не хотел, чтобы эта война началась. А когда она началась, он просто давал денег Китаю и Северной Корее. Точно так же, как сейчас американцы дают деньги всем остальным. И когда они рассказывают, какой Сталин ужасный, что вот он напал совместно с Северной Кореей, надо помнить, что Сталин в реальности нападать на Южную Корею не хотел. А вообще музей интересный. Очень много всякого интерактивного, очень много всяких разных экспонатов. Не берет, конечно, за душу, может быть, в силу того, что все-таки это не совсем относится к нам. Не так берет за душу, конечно, как наши музеи Великой Отечественной войны, но все равно здесь очень интересно, поэтому если вы будете в Сеуле и будет у вас свободное время, сходите сюда, тем более, что он абсолютно бесплатный. Мне кажется, что вполне можно пару часов, может, часик выделить на него и пройтись посмотреть. Смотрите, музей, оказывается, не только про войну, здесь есть очень много про историю, сильно-сильно довоенные, про историю Кореи. Очень даже интересно на первом этаже. Сейчас он мне уже нравится, этот музей. Первое время я так думала, что он какой-то такой скучненький. А вообще в реальности тут очень много чего интересного есть посмотреть. Вот доспехи на коня, на лошадей, на людей. Вот так вот они выглядели. Классно, мне кажется, прям интересно очень. Если вы думаете, что корейцы только и делают, что едят собак, то, поверьте мне, нет. Очень-очень многих собачка – это любимое домашнее животное. Ой, а здесь что мы видим? Привет! Hola, hello, hi. Класс! Друзья, по Сеулу будьте осторожны, когда заходите в разные забегаловки, заведения, ларьки и просто магазинчики. Хрен его знает, говорят они по-русски или нет. Зачастую бывает такое, что тебе кажется, что это обычный кореец, а в итоге подходишь к кассе, он тебе «Здравствуйте». На чистейшем. Да, на чистейшем русском. Просто казах оказался. Это нормально, такого много. Просто в кафешку заходишь и все такое, они там тебе по-русски кто-нибудь договорит, так точно. Стоим возле метро. И просто ни с того ни с сего подходит дядька, достает трубу, или что там это у него, и начинает играть. Вот его, похоже, и прогнали тут же. Либо внутрь попадает, либо я не стою тут. В общем, выехали мы на границу с Северной Кореей. Автобус у нас, конечно, очень классный, сказали, что будет 40 человек. И нас забрали возле ближайшей к нам станции метро. Хотя вот сейчас мы проезжаем наш дом. Вот тут на повороте будет наш дом. Вот здесь прямо. Вот он. Они не захотели нас возле дома забирать, говорят, идите к станции метро, но мы сходили, 25 минут прошлись, прогулялись. Автобус, конечно, вообще классный, офигенный, новый. Нам достались самые козырные с Амелией места. Короче, мы приехали прямо на границу с Северной Кореей. Пока мы ехали, нам целый час рассказывали всякие разные интересные истории. Во-первых, они сравнивают коммунизм и демократию, а не коммунизм и капитализм. Это то же самое сравнение, что сравнивать капитализм и монархию. Охренеть сравнение. Вот, это первое. Второе, очень много всякой туфты говорят про то, что какие мы свободные, как в Северной Корее едят детей. Прям всех, и прям своих, и чужих, вообще всех детей съели. Вот, рассказываю всякую чушь. И что-то еще... вот, по поводу супер независимости Южной Кореи.
Мы приехали, и нам говорят, вот те границы, вот прямо на границе стоят чуваки. Говорят, вот смотрите, вот это наши чуваки, а вот этот главный чувак в другой форме. Вы внимание не обращайте, это американский чувак. Это чувак с американской базы. Тут же говорят, вы только не фоткайте, потому что вся эта территория — это американская база. Прямо на границе с Южной Кореей. Это вообще, блин, нормально? Мы сейчас смотрим прямо на Северную Корею со стороны Южной Кореи. Вон она, вон там. Нам сейчас рассказывают удивительные истории про то, что это фейковая деревня, которую построили северные корейцы в качестве пропаганды и так далее. Ну, как обычно, всю историю Северной и Южной Кореи вы и так знаете. Не знаете, почитайте в Википедии, посмотрите блогеров. Мы вам рассказываем то, что сейчас видим. Вот по поводу американцев. Они говорят, мы выиграли войну, все, мы выиграли войну, охренеть, вы выиграли войну, у вас американские базы, блин, на каждом шагу. Кстати говоря, прямо в центре города есть музей, значит, в центре Сеула есть музей войны, и через дорогу от музея войны стоит президентский дворец. Так вот, президентским дворцом он стал буквально недавно. Президент сказал, американцы, вы, конечно, все задолбали уже здесь сидеть во время ковида, вам здесь делать нехрен, валите, пожалуйста, отсюда, я здесь сяду, в этом дворце. Это мой дворец, я вот здесь сяду. А до этого там сидела просто тупо американская база. Прямо в центре Сеула. Прямо в центре Сеула. Это вообще о Вот чем вам говорит? и демократия, и независимость. Демократия и независимость. Она говорит, вот сейчас мы видим, как люди там работают, водят машины, велосипеды, все такое. Но это фейковая деревня. Там люди не живут. Тут люди не Там живут. А то, ничего что нет. машины ездят, этого не видите, машин нет. 3-й этаж. Здесь получше видно обе Кореи. Вот на фоне двух флагов и границы еще хочу сказать. Мы вам рассказываем информацию только ту, которую слышим от самих людей. Например, мы ехали в такси сюда, в Сеул, и он нам рассказывал, вот смотрите, американцы какие хорошие. Вот они сидели здесь на своей базе. Бац, отдали аж целых 2 километра под парк. Вот какие молодцы. Мы там парк разбили, освободили территорию нам для того, чтобы мы в своем городе имели право сделать хоть что-то. Например, парк. Да, вот они умеют делать аттракцион туристический из чего угодно. Даже вот сейчас сделали для нас возможность посмотреть на Северную Корею, сделали площадку. Возят сюда тысячами туристов каждый день. Вы не представляете, сколько здесь автобусов. Я думала, там как-то лимитировано, но нет. Желающих посмотреть очень много. Посмотрите, сколько, и это только, там, не знаю, 3 автобуса. И едут с 8 утра. Это экранчик электронный, блин, вам не видно. Здесь можно посмотреть на экране на то, как живет Северная Корея, на их дома, как в зоопарке, да. Мы не говорим о том, что мы думаем, что в Северной Корее люди катаются как сыр в масле, что у них там все так прекрасно, замечательно. Нет. Мы прекрасно верим, мы точно так же смотрели блогеров и смотрим. Мы прекрасно понимаем, что жизнь в Северной Корее далеко не сахар. И, наверное, по уровню свобод и вообще, в принципе, по уровню жизни, естественно, Южная Корея гораздо выше. Но все это я вам говорю к тому, что всегда нужно понимать, что правда где-то посередине. И одни говорят, там пропаганда, они нам пропагандируют свои коммунистические ценности. Другие говорят с той стороны, это пропаганда, там у них тоже ничего нет, они нам пропагандируют свои какие демократические, капиталистические, демократические ценности. А в реальности, правда, где-то посередине. И здесь мы живем в нашем капиталистическом мире. Наверное, хорошо для тех, кто умеет строить бизнес, для тех, кто умеет зарабатывать деньги, а для простых крестьян, для простых людей здесь, наверное, не очень хорошо живется. Наверное, им было бы лучше, если бы им дали порцию риса, устроили на завод и... Ложку риса, кошка жену и в партию обязательно вообще. В общем, тут только что случился такой переполох. Все начали кричать, они там орут. Вы lucky, you are lucky, you are lucky. Вам так повезло, что вы увидели северокорейского солдата. Вот смотрите вот туда, а там такая башенка. А там будочка вот такая вот малюсенькая, и 2 чувака просто на перекур вышли. Мы приехали к туннелю. Там уже нельзя будет ни снимать, ни фотографировать. Нам мы сдадим телефоны. Сейчас пока фотографируемся. Здесь флаг ООН, который помогает Корее. Корейский флаг. А, вот, известный самый значок DMZ. Рассказывают нам про кучу уйму туннелей, которые нарыли северокорейцы. Говорят, самая длинная распротяженная сеть туннелей в мире. Но только весь мир использует туннели для защиты, а северокорейцы для атаки использовали их. А кто самая лучшая в мире страна по обнаруживанию туннелей? Южная Корея. А кто самая лучшая страна по ройке туннелей? Северная Корея. Да, поэтому они тут друг друга немножко палят. И сейчас мы пойдем в один из таких туннелей, которые обнаружили южнокорейцы, чтобы северокорейцы их атаковали. Памятник прикольный. Здесь отсутствует Северная Корея, а с этой стороны отсутствует Южная Корея. Да, смотрите, давайте посмотрим. И вот они все пытаются объединиться для того, чтобы однажды... У каждого своя правда, каждый эту правду ищет. Классный такой пазлик. A few moments later. Ну, в общем, ребят, вышли мы только что из туннеля.
Что хочу сказать? Ну, это умение капиталистов сделать аттракцион из ничего. Суть такая, что северокорейцы рыли этот туннель, там показано, как он роется. Такие маленькие корейчики взрывают, там молоточками стучат. В целом ничего интересного, там просто... Как идешь по такой выдолбленной пещере в горе, упираешься в тупик, там такая небольшая дверь с окошками, написано, что через 100 метров будет уже Северная Корея, принадлежит эта часть уже Северной Корее, а эта часть открыта специально для туристов, для того, чтобы нас развлекать. Знают ли северяне о том, что мы здесь ходим? Конечно, знают. Просто сделали реально тупо аттракцион для туристов. А стоит ли это того? Однозначно стоит. Кстати, по поводу цены. Стоимость экскурсии сюда была, за троих я заплатила $106. Это все включено, кроме обеда. Нас забрали, привезли, все рассказали, показали и отвезут также домой. Смотрите, все, что они вот в этой демилитаризованной зоне считается органически чистое все, и они тут все выращивают и продают. Вот, например, органически чистый рис, яблоки, как вам? Почти 1000 рублей за килограммчик яблок. Ну, тут, может, не килограмм побольше, но вот как вам такое? Давайте еще посмотрим что-то их местное. Вот тоже DMZ везде бренд, всякие разные их местные продукты. Мед. Считается, что тут он очень дешевый и можно покупать. Кружечки вот за 1500 рублей. Магнитики за 350. И разные другие фигурки. Все, экскурсия в демилитаризованную зону закончилась. На самом деле экскурсия очень легкая, очень интересная. Я вам очень рекомендую на нее съездить. Она точно стоит того. А вообще напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы вообще думаете по поводу Северной Кореи. Вы верите, что там вот так вот все плохо, голод ужасный, жуть, как все ужасно, живут они под натиском адского диктатора? Или вы все-таки думаете, что все там нормально? Есть, конечно, свои перекосы, но в целом все нормально. А еще, так как поездка в Северную Корею – это удовольствие достаточно дорогое, если вы хотите, чтобы мы туда все-таки однажды отправились, я в ссылке под описанием к видео оставлю ссылку на донейшн. Вы можете донейтить какие-то небольшие деньги, столько, сколько вы считаете нужным. Это будут те деньги, на которые мы поедем, в том числе на которые мы поедем в Северную Корею. И оттуда всем задонейтившим я привезу какие-нибудь подарки обязательно. В общем, мы попали на какой-то митинг. Есть такое ощущение, что по левой стороне те, кто за Америку, а по правой те, кто против. Судя по количеству людей вон там. Потому что с левой стороны там они все поют песни «Америка, Америка», флаги американские, израильские. А здесь все на корейском, ни одного американского флага, как будто они борются за свою независимость. Мы пришли на самую известную улицу стритфуда в Корее. Ульяна скажет, как она называется. Мьондонг. Здесь куча всего, разной еды. Давайте начнем с самого начала. Вообще говорят, что тут есть чуть ли не все. Даже собачатину можно попробовать, но я пока в этом сомневаюсь, не вижу. Еще здесь очень много магазинов косметики, всякого ширпотреба. Здесь, смотрите, баранина, бараньи шашлыки за 8, это сколько? Это 600 рублей, да? Ну, где-то 500 рублей за шашлык бараний. Пойдемте еще смотреть, что тут есть сосиски. Это их традиционные пирожки, у них и в Японии такие вот с рыбкой. Только в Японии, конечно, поприличнее выглядят. Мы надеемся здесь что-нибудь экстравагантного поесть. Сейчас что-нибудь будем пробовать. А вот это что интересно такое? Какой-то пирожок, смотрите, внутри с цветочком. Ну, в общем, пока мы не горим желанием здесь ничего покупать, просто потому что цена не соответствует вообще качеству. Просто это такая туристическая веселушка. Сколько тут? В Азии это стоит 3 копейки, а здесь, пол коня и 2 барана. Самое противное в этом во всем, что мы идем такие, смотрим на ценники. Дело не в том, что мы не можем это себе позволить. Мы можем это себе позволить. Проблема в том, что это, не стоит столько денег. В Азии это стоит реально 3 копейки. Причем, ладно, фиг с ним в Азии, в России это стоит 3 копейки. Где угодно это стоит 3 копейки. Да, вот смотрите, 700 рублей кальмар. Ну, блин, я и в России могу кальмар за 700 рублей купить. Ну, просто неоправданно дорого. Дело не в том, что нет денег. Через дорогу в Вьетнам, в котором стоит все, ну, вот настолько сильная большая разница, что совсем уж. Вот такая вот пачечка креветочек стоит 700 рублей. Вон 10 и 750 рублей. Сколько здесь? Давайте посчитаем креветок. 10 креветочек. И причем это креветочки маленькие совсем. Это не то, что вы подумали, азиатские даже 200 креветки. граммов нет, но я думаю, граммов 100. Ну, не то чтобы дорого, просто оно везде дешевле. Вот в чем проблема. Все интересно, у них очень дорогой виноград. Просто безумно дорогой. Ну, в магазине, что в Японии, что здесь очень дорогой виноград. Но в Японии дешевле все остальное. Вот мы приехали из Японии, нам есть с чем сравнить. В Японии реально объективно дешевле и объективно, ну, больше всякой японской традиционной штукатени всякой, это понятно. Но пожрать есть что, и это по деньгам дешевле, чем в Корее. Вывод с этого стрит-маркета в том, что за 10 тысяч, за 10-20 тысяч вон
шиллингов вы можете нормально поесть в ресторане, как человек. Сядете, закажете то, что вы хотите, а не возьмете маленькую такую фигулинку, чтобы поесть. И не будете сидеть вот здесь вот на лавках, точнее на ступеньках, как бомжи, жевать свою купленную на стритфуде еду. Мы решили на сэкономленные деньги пойти в Брестик, сейчас пойдем кушать. Единственное, что здесь, конечно, еда по туристов заточенная, не острая. А в Брестике все-таки еда будет, скорее всего, острая. Тут мы с нами, друзьями, чемоданутыми. Вы чемоданутые или чемоданутые? Подписывайтесь на их канал, они классно рассказывают про Азию. Мы заказали жаркое из осьминога. Тетечка только что выловила его живенького вот отсюда, вот из этого аквариума. Живее всех живых был. Ну что, друзья, вот и закончилось наше путешествие по Южной Корее. И хотя мы провели здесь совсем мало времени, нам эта страна очень понравилась. Будет очень любопытно однажды сравнить ее с северным соседом. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки и поехали дальше смотреть на новые путешествия кочевников вокруг Земли.